Стрельба в школах, пострадали дети. Российская армия ударила по дому в Краматорске. В московской многоэтажке вспыхнул пожар. Всем привет, это новости на Ходорковский лайв. Ставьте лайки. Российская армия днем 15 января ударила по жилой многоэтажке в Краматорске. По данным прокуратуры Донецкой области, ракета попала в зону плотной жилой застройки. На данный момент известно о 8 пострадавших. Это 6 женщин пенсионного возраста и 2 детей. Девочка 6 лет и 16-летний подросток. А за прошедшую ночь Россия атаковала Украину 117 ракетами и беспилотниками. Об этом сообщили воздушные силы Украины. Там уточнили, что целью атаки были объекты украинской энергетики в Харьковской, Сумской, Львовской и Ивано-Франковской областях. Также российские военные вновь уронили фугасную авиабомбу на своей же стороне фронта. На этот раз снаряд упал во дворе полицейского в Курской области. Как выяснил телеграм-канал «Астра», это произошло 2 января в деревне Сергеевка Льговского района. Хозяин участка, майор полиции, не пострадал. Таким образом, только за первые недели 2025-го, по данным той же «Астры», военные уронили в России уже 5 авиабомб. А в прошлом году таких случаев было зафиксировано 165. В школе номер 10 в поселке городского типа Волочаевка-2 Еврейской автономной области семиклассник устроил стрельбу из пневматического пистолета, который ему купила мать для защиты от бродячих собак. Во время урока физкультуры 13-летний ученик решил похвастаться оружием и начал стрелять, ранив 4 одноклассников. На мать школьника составили протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Еще один случай стрельбы, на этот раз в Рязанской школе номер 47. 14-летний подросток выстрелил в голову своему сверстнику. По данным телеграм-канала «Шот», оружие оказалось игрушечным. Школьник купил пистолет с пластиковыми пульками на маркетплейсе и принес в школу. На перемене восьмиклассники решили проверить, работает ли оружие. Пострадавший мальчик госпитализирован с травмой головы и гематомой затылочной области. В Москве пожар в жилом комплексе Савеловский-Сити. Местные оперслужбы сообщили о 3 пострадавших, среди них ребенок. По данным пресс-службы столичного главка МЧС, пожар вспыхнул в квартире на 6-м этаже, охватив площадь 20 квадратных метров. В здании 47 этажей. Самостоятельно эвакуировались 8 человек. Как сообщило госагентство ТАСС, возгорание ликвидировали. Мария Певчих, глава Anti-Corruption Foundation, попала в базу данных украинского сайта «Миротворец». Этот ресурс ведет список людей, которых его авторы считают причастными к агрессии России против Украины. Певчих обвиняют, цитата, «в участии в актах гуманитарной агрессии против Украины, манипуляциях информацией и призывах к частичному снятию санкций с России в обмен на освобождение политзаключенных». Я искренне считаю, что политзеков в данной уже сложившейся ситуации, учитывая, что их сколько, 1500 уже, как минимум, это те, которых мы знаем, а некоторых мы еще и не знаем, можно менять на санкции. На сайте говорится, цитата, Певчих заявила, что человеческая жизнь гораздо важнее, чем какие-либо санкции, забывая, что они наложены из-за российского вторжения в Украину, приведшего к множеству смертей, горю и слезам. Конец цитаты. Виталий Милонов нашел новую угрозу традиционным ценностям и процветанию России. И это бодипозитив. Как говорит нам Википедия, цель движения – искоренить в обществе нереалистичный идеал красоты и тем самым способствовать тому, чтобы люди принимали свое тело, как оно есть, повышали самооценку, улучшали свой образ и учились любить себя целиком. Однако Милонов увидел в такой идеологии заговор США, направленный чуть ли не на искоренение российского народа. Вот что политик написал в своем телеграм-канале. Движение, возникшее в конце 90-х годов 20 века в США, как одна из форм радикального социального протеста, превратилось в деструктивную идеологию, вредящую здоровью сотен тысяч людей по всей планете. Учитывая курс нашего государства на защиту здоровья граждан и продвижение идей здорового образа жизни, а также построение семьи, свободное существование бодипозитива несет значительную угрозу здоровью всей нации. Милонов утверждает, что уже обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой признать идеологию бодипозитива нежелательной на территории Российской Федерации. Судя по всему, и список несуществующих экстремистских организаций скоро пополнится. Что
Что ж, друзья, это все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Чтобы не теряться, подписывайтесь на наш телеграм-канал, ссылка в описании к видео, или же просто сканируйте QR-код у вас на экране. Мы дублируем туда весь наш контент, в том числе в формате аудио. В описании вы также найдете инструкцию, как обойти блокировки Роскомнадзора. Ну а если вы все еще можете смотреть нас на YouTube, поставьте, пожалуйста, лайк этому выпуску и подпишитесь на наш канал. Ну и, конечно, смотрите другие наши видео. С вами был Тенгиз Адамия. Всего хорошего и берегите себя.